На фоне величественных гор Монтан в окружном аукционном доме мелодия надежды и отчаяния перекликалась в воздухе, когда на продажу была выставлена немецкая овчарка. Эта собака была сильной, но обескровленной, с шрамами на своем теле, представляющей не просто животное, а настоящую историю о войне, предательстве и потерях. Ее глаза, полные тьмы и непонимания, говорили о многом. Она потеряла своих людей и, возможно, саму себя, оказавшись одинокой на этом мире. Каждый шрам на ее теле мог рассказать историю о том, что она пережила, и в каждом ее движении ощущался груз воспоминаний. 34-летний Итан Уокер, ветеран морской пехоты, зашел в аукционный дом не с намерением купить собаку, а больше из любопытства, в поисках отвлечения от своей однообразной и обременяющей жизни. Его существование состояло из монотонной рутины: утренний кофе, забота о лошадях на своем ранчо и постоянная битва с призраками прошлого. Итан снова и снова поворачивал страницы своей жизни, полной тьмы и страха, и вместо того, чтобы находить покой, он сталкивался с бесконечными воспоминаниями о тех, кого потерял. Его душевные раны не давали ему покоя, и этот постоянный внутренний конфликт истощал его. Однако этот праздник холода и тишины вдруг прервался. Взгляд Итана упал на животное, и он почувствовал, как его сердце сжалось от боли и понимания. Собака, выглядевшая агрессивной и готовой к бою, оскалила зубы, не подавая признаков покорности, но в ее глазах он увидел что-то знакомое — пустоту, которая отражала его собственные внутренние страдания. Он почувствовал, что в ее боли есть что-то общее. Они оба были потеряны, и это общее ощущение отчаяния стало именно той связью, которую он искал. Когда рослый аукционер поднял табличку с ценой $50, Итан почувствовал, как его сердце сжалось еще сильнее. Эта сумма казалась символичной, словно дающей шанс на новое начало обоим — и собаке, и ему. Он остался на этаже, дождавшись конца аукциона, и вдруг, не раздумывая, решился. $200 — это его ставка. Когда крупный аукционер с ухмылкой протянул поводок новому хозяину, это был не просто поводок, это была привязь, связывающая их судьбы. В тот момент, когда собака приняла свою судьбу и прыгнула в его жизнь, жизнь Итана вновь завершилась на пороге кардинальных перемен. Тара Рекс, или как ее позже назовут, Шэдоу, не поддалась сразу. Первые дни на ранчо были полной неразберихой, и Итан не понимал, как наладить контакт с ней. Собака, полная внутреннего напряжения и страха, не имела желания поддаваться никакому обучению и откровенно демонстрировала свою агрессию. Она оскалила зубы, когда Итан пытался к ней приблизиться, словно отгораживаясь от мира, пытаясь защитить себя от еще больших страданий. Итан создал безопасное убежище для нее как смог, но ее агрессия оставалась непреодолимой преградой, из-за которой он чувствовал себя беспомощным. Одной ночью, под ярким звездным небом, когда ветер шевелил траву и создавал мелодию с природой, Итан и Шэдоу провели время вместе. Он говорил ей о своих чувствах, о том, что нищие воспоминания терзают его душу. Однако Шэдоу оставалась настороженной, не доверяя ему, словно отказываясь верить в возможность любых хороших перемен. Ветеринар Клэр Томпсон,
которая наблюдала за этой необычной дружбой. Была полна надежды и старалась поддерживать Итана, помогая ему не терять уверенность в том, что они с Шэдоу могут преодолеть все преграды. Клэр привезла документы, подтверждающие, что Шэдоу была военной собакой, служившей в Афганистане. Со временем, узнав об ее прошлом, Итан начал осознавать, что у этой собаки была героическая, но тревожная история, о которой он узнавал постепенно. Это не просто соседняя собака, это была жертва и, возможно, единственный свидетель ужасных злодеяний, которые происходили с военными животными. Он пытался представить, что пережила эта собака и как ее преданность могла быть испытана на каждом шагу. Ситуация начала накаляться, когда в Монтан прибыл специальный агент ФБР Маркус Рейнольдс с непонятными новостями. Он рассказал Итана о программе подготовки собак Харрисона, об исчезновении и гибели многих собак после их увольнения, оставляя за собой темное облако непонимания и страха. Шэдоу могла быть последним выжившим свидетелем. И это осознание наполнило Итана тревогой. Каждый новый штрих, полученная информация об этом неблагополучном процессе, лишь добавляла масла в огонь его внутренней борьбы. Бурю в жизни Итана и Шэдоу разбудила неожиданная угроза, когда стало известно о лейтенанте Бейкере, информаторе ФБР, который, не выдержав давления, покончил с собой. Его смерть оставила после себя не только горечь, но и темную завесу недосказанности, обостряя подозрения к Харрисону и его методам. Теперь на горизонте их жизни маячила не только тень печали, но и возможной забастовки против насилия, которая таилась за границей. Каждое новое событие заставляло Итана все больше осознавать, насколько сильна его связь с Шэдоу и как они могут вместе сражаться с невидимым врагом. Однажды ночью, когда Итан и Шэдоу наслаждались временным спокойствием, раздался резкий шум. Разбившееся стекло и неожиданные звуки огня потрясли лунную тишину всех. Это был сигнал о тревоге, предвестник надвигающегося шторма. Шэдоу, чаша внутренней волны агрессии выплеснулась наружу, и собака, похоже, почувствовала каждую каплю страха. Итан, находясь в полном смятении, не знал, что делать, но, увидев, как Шэдоу взорвалась яростью, начал действовать. Он прижал ее к себе, и вдруг непередаваемая связь между ними укрепилась в один момент, когда Шэдоу успокоилась в его объятиях, позволяя понять, они стали друг для друга защитниками в этом мире неизвестности. Прошло несколько дней, и агрессивное поведение Шэдоу поменялось. Она стала более бдительной и преданной, способной защищать Итану от внешних угроз. Она заметила изменения в его настроении и сама начала меняться в ответ, как будто их души связывались в плотнейшую связь, основанную на доверии. И вот в один зловещий момент, когда в округе появилась новая угроза в лице людей, связанных с Харрисоном, Шэдоу проявила свою преданность по отношению к Итану. Она предотвратила новое нападение, врываясь в окно и тем самым спасая своего хозяина. Это стало поворотным моментом в их отношениях, от отчуждения к истинной дружбе. Настоящая связь с собакой, пережившей столько страданий, начала пересекать границы. Понимая необходимость защиты, Дэвидсон, шериф округа, организовал патрули для охраны Итана и Шэдоу. Сообщество сплотилось вокруг них, создавая мощную сеть поддержки. Ветеринары, бывшие военные и простые жители собрались, чтобы создать безопасную среду для Шэдоу, и назначили вечер выпечки для сбора средств на лекарства и дополнительные ресурсы. Каждое новое сообщение о помощи вселяло надежду.
И Итан чувствовал, что не одинок в своей борьбе, что за его спиной стоят многие, готовые поддержать эти усилия. Пока Харрисон и его команда действовали в тени, управляя своими махинациями, Итан и Шэдоу ощутили, что вокруг них множество людей, готовых защитить их от подлых замыслов. Местное сообщество активно включилось, обращая внимание на ужасы, которые происходили в программе подготовки собак, и это дало возможность многим взять на себя ответственность. Шэдоу стала символом не просто собачьей преданности, но и человечности, которая связывает их всех. Эта новая волна поддержки внезапно взбудоражила жителей округа, пробуждая в них желание действовать и изменять ситуацию к лучшему. Смена обстановки развивалась с каждым новым днем, но все понимали, что мир не будет долговечным. Вот однажды, когда все ожидали затишья перед бурей, агрессия Харрисона вышла на новый уровень. К ним пришли его люди, и тогда все изменилось. Неожиданные столкновения и насилие стали частью начавшейся борьбы. Итан и Шэдоу вступили в бой с полномерной отвагой. Это был тот самый момент, когда они осознали, что вместе могут противостоять любой опасности, и это стало движущей силой их совместного действия. Ветераны, объединенные общей целью, создали оборонительный периметр, и когда враги попались в ловушку, Шэдоу проявила героизм, демонстрируя все свои качества боевой собаки. Бой был напряженным, но из всех событий неожиданно возникла опора для местных правоохранительных органов, которая следила за ситуацией с самого начала. Это не была просто стычка между двумя противостоящими сторонами. Это была борьба за правду, за справедливость и за тех, кто не может говорить за себя. Кульминацией этого противостояния стала демонстрация методов Харрисона, на которой собака с именем Рекс, как и Шэдоу, вновь способствовала разрушению неверного восприятия служебных собак. Многие стали свидетелями того, как эти животные экспериментов и тренировок могущественных людей внедрили себя в общество, и пока их имена оставались в тени, им было предоставлено шанс засветиться. Когда Шэдоу выражала свои качества, остальным обеспечивалась возможность открыть свои истинные инстинкты и вспомнить о том, что каждый из них представляет собой. Шэдоу, как символ стойкости, преодолел множество испытаний, показывая, что даже самые сложные ситуации поддаются изменению. Она вдохновила многих, не только животных, но и людей, показывая, что собаки могут быть не просто служебными, но и самыми преданными защитниками. В своем критическом состоянии она смогла понять, наряду с Итаном у них была одна общая цель. Они оба искали мир и защиту от всего, что добывается из неверных решений. Но вопрос в том, что же дальше? Внешняя угроза нарастала, но внутренняя сплоченность становилась все крепче. По мере того, как общество менялось, Итан реализовал важность совместной жизни с Шэдоу. Даже если самое жестокое предательство могло быть последним, он понимал, что они заслуживают второго шанса. Со всеми проявлениями преданности и любви Итан и Шэдоу начали работать над созданием безопасного места для всех ветеранов и служебных собак, переживших насилие и предательство. Каждый момент, проведенный вместе, укреплял их связь и открывал новые горизонты для будущего, где они могли бы вместе, наконец, обрести смысл жизни. На фоне всех страданий, к которым они были приучены, они открыли двери к новому началу, когда они смогли создать Центр реабилитации К9 «Второй шанс», продвигая новые методики соединения с поврежденными душами собак
и вдохновляя ветеранов во всем мире на борьбу за свои права и своих братьев по духу. Это стало настоящим символом их стойкости и надежды на лучшее будущее, где не будет места страданиям и насилию. Жизнь Итана и Шэдоу обрела новый смысл. Центр реабилитации стал известен на весь округ, помогая многим собакам стать лучшими. Врачи и ветераны работали над проектами, чтобы показать, что все собаки имеют право на жизнь, полную любви и заботы, независимо от того, что они пережили. Каждый новый случай их дружбы стал ярким примером исцеления и тех возможностей, которые могут открыться перед животными, если приложить усилия в их защиту. Реабилитация стала не просто работой, это стало призванием и миссией. Шэдоу, полностью выздоровевшая, стала символом преобразований, от жертвы до защитника. Итан обожали за его силу и стойкость, и его история медленно трансформировалась из истории о боли в историю надежды. С каждым новым делом их работа становилась более заметной и важной, привлекая внимание к проблемам, с которыми сталкивались многие собаки и их владельцы. Это было начало новой эры, где каждый мог получить поддержку и помощь, необходимых в их трудные времена. Эта история многих вдохновила. Ветеринарная клиника доктора Томпсон вместе с сообществом продолжила развивать уникализированные методы, которые на завтра бы изменили жизнь собак. Весь округ объединился вокруг высшей цели, лицевая сторона которой заключалась в преодолении страха и раскаяния. Шэдоу и Итан стали негласными героями, представляя собой движение, которое изменило систему служебных собак. Каждый новый успех был как шаг к светлому будущему, где доброта и понимание становились основой жизни. Каждая жизнь, каждый пройденный этап, каждая собака, получившая шанс на новую жизнь, становилась символом возможностей. Итан с Шэдоу вели совместный путь, который в ночи сменялся светом. Их совместные усилия обеспечили надежду не только им, но и всей общине, меняя восприятие о том, что значит быть ветераном и каким образом можно поддержать тех, кто все еще борется с темными частями своей жизни. Эта история о борьбе и победе подчеркивала важность доверия и любви между человеком и его питомцем, что также стало актуальным в жизни настоящих героев. Итак, история Шэдоу и Итана в конечном итоге не просто рассказ. Это вдохновение для всех, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Она учит нас, что, несмотря на все страдания и испытания, всегда есть возможность измениться и начать заново. Эта история — руководство к действию, призыв верить в силу, скрытую внутри каждого из нас, к возможности восстановить доверие и начать путь к новому существованию, полному любви и надежды на будущее. Прошу вас, обменивайтесь мыслями об этой истории. Поделитесь, как каждое взаимодействие с нашим четвероногим другом может создать новый мир, полон надежды и понимания. Каждое маленькое действие имеет значение, и каждый шаг может привести к большим изменениям. Вместе мы создадим будущее, в котором не будет места жестокости, будет лишь свет надежды и доброты, вдохновляющий нас на подвиги и новые начинания.